Вы никогда не задумывались, как так получается, что бренды вроде бы друг с другом конкурирующие никак не могут вобрать в себя лучшие стороны конкурентов. И они как бы упорно делают одно и то же. И вот мы видим уже который год конкуренцию вроде бы, да? Oppo против Vivo, Xiaomi против Honor, Huawei против Samsung. И они все друг с другом конкурируют, но никак не могут догадаться взять друг у друга лучшие фишки и в конце концов сделать смартфон, который устроил бы всех. Нихао, комрад, ты на канале Марк Викторсон. Со мной ты и на Китай посмотришь, и о гаджетах узнаешь. И заказать их из Китая можно прямо у меня в XFC Store по выгодным ценам у лично проверенных поставщиков. В отличие от большинства роликов на этом канале, у конкретно этого видео есть настоящий спонсор. Поздравьте меня. Но, к сожалению, это не Vivo и не Oppo. Сколько бы я в эти компании не обращался, они мне смартфоны на обзор бесплатно давать не хотят. Я, конечно, понимаю, что я живу в Китае. Мне, находясь в Китае, нужно рекламировать китайские версии. Но я же говорю на русском языке, поэтому у них конфликт интересов. Поэтому смартфоны на обзоры бесплатно мне, к сожалению, они не дают. А глобальные версии отправлять в Китай им дорого и неудобно. Поэтому, короче, несмотря на то, что есть, я знаю, каналы с меньшим количеством подписчиков, у которых менее популярные ролики, им даже дают, а мне не дают смартфоны. Поэтому все смартфоны, которые вы у меня в руках видите, либо куплены мной на мои собственные деньги, либо одолжены в магазине здесь, в Китае, с которым я сотрудничаю на постоянной основе. И, например, конкретно вот этот вот Vivo X300 Pro, это вообще витринный образец, понимаете? Это витринный образец. Я его одолжил с витрины, и я его на витрину верну после обзора. Не нужно мне писать, что мне кто-то там что-то платит. Я плачу, чтобы эти смартфоны получить, чтобы о них рассказать, потому что они настолько классные, что их стоит продавать. Да, конечно, я заинтересован в продаже этих смартфонов, особенно если вы купите их у меня в магазине. Но, тем не менее, конкретно у этого ролика другой спонсор. И спонсор этого ролика — это компания, которая произвела вот этот вот микрофон. И, внимание, вы наверняка слышали об этой фирме у других обзорщиков, потому что они отправляют свои микрофоны бесплатно. И обратите внимание на написание названия этого бренда. Я пока что не буду произносить это вслух. Дело в том, что когда со мной согласовывали рекламу этого микрофона, мне менеджер даже отправила правильное произношение, чтобы я не ошибся. Вот, послушайте. Mono. Mono. Так, услышали, да? Теперь внимание. Сейчас. Mono. Mono. Mayono. Mayono. В общем, я считаю, что это маркетинговый фейл. Если бы они хотели, чтобы это произносили как моно, нужно было, наверное, все-таки придумать немножко другое написание. Но я этот микрофон протестировал в очень интенсивных сценариях. Я говорил в него близко, вот так вот, чтобы прям ASMR было. Я говорил в него громко. Я перед тем, как этот ролик записывать, протестировал его довольно мощно. И мне он очень понравился. Он выдерживает довольно громкую речь. И если говорить в него тихо и близко, он не хрипит, и все хорошо и четко слышно. Для сравнения, вот это вот микрофон DJI, который вот здесь у меня закреплен, петличка, и он звучит тоже неплохо. Я в основном пользуюсь вот этим вот DJI, но потестировав вот этот микрофон, мне он понравился даже больше, чем отправленный мне ранее Fifine. И поэтому я буду рекламировать вот этот вот микрофон с чистым сердцем, зная, что он годный. Но самая главная фишка этого микрофона заключается даже не в том, что он хорошо звучит, а в том, что у него есть вот такой вот беспроводной передатчик, приемник, при помощи которого этот микрофон, студийный микрофон, можно превратить в полевой студийный микрофон. И сейчас мы это протестируем. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о несделанном Марком Викторсоном сравнении камер Oppo X9 Pro и Vivo X300 Pro. Я у себя в телеграм-канале уже выкладывал сравнение фоточасти вот этих вот смартфонов. Там еще участвовал Vivo X200 Pro Mini, X200 Ultra. Но с тех пор прошло некоторое время. Обновлениями многие косяки этих камер уже на текущий момент исправили. И осталось сделать видео сравнение. Я еще потом чуть позже, если у меня будет возможность, и по фото тоже немножко расскажу. Но в этом ролике самое главное, что я вам буду показывать, это отличие в пользовательском опыте между этими двумя смартфонами. Потому что самое главное отличие между Опочкой и Вивасиком не в камерах. Самое главное отличие в том, что эти смартфоны для разных людей принципиально. Потому что у этих смартфонов разная философия. И это я постараюсь наглядно в данном ролике продемонстрировать. Сейчас я снимал себя на основную камеру Oppo X9 Pro. А вот это вот основная камера Vivo X300 Pro. На всякий случай демонстрирую. Вот у меня в руках Oppo X9 Pro, чтобы никто не перепутал. Это у нас 24 мм, 4К 60 в обычном бытовом авто-видео режиме. Это не продвинутый Pro режим с отключением шумодава, который позволяет на вивочке буквально в одно нажатие получить гораздо более высокое качество. Я это вам сейчас тоже продемонстрирую. Но самое главное, что вы должны понимать, что с камерой мы будем взаимодействовать 15-20 минут в день от силы. Кто-то вообще там буквально, как я, иногда может днями ничего не снимать, неделями, и просто потом выйти на
прогулку и пофоткать прям в свое удовольствие. И поэтому, ну, камера важна, да, но оболочка важнее, потому что через нее мы взаимодействуем с основными функциями. Включаем, отключаем Wi-Fi, там между приложениями переключаемся, калькулятор вызываем. И вот на Oppo многие вещи сделаны, ну, криво, я прямо скажу. Хотя у Vivo должно быть криво, да, но на самом деле криво у Oppo. Я вам это все продемонстрирую. И сейчас, чтобы мы с вами также могли убедиться в возможностях камер этих смартфонов в бытовых условиях, я сейчас выйду на улицу и буду снимать вам экраны этих смартфонов камерами друг друга. И также нужно вам продемонстрировать работу шумодава на микрофоне, потому что, так как он вот так вот беспроводной, предполагается, что с ним можно будет выходить на улицу, и, естественно, на улице нужно будет подавлять шум автоматически, чтобы потом на посте с этим не заморачиваться. На самом деле на посте проще с этим заморочиться, лично мне. Но если вы снимаете прям сразу в соцсети или стримите где-нибудь, конечно же, возможность зашумодавить материал сразу — это плюс. Переключаемся с вами сейчас в Pro режим с отключением шумодава. Так, вот это вот у нас Pro режим на Vivo X300 Pro с отключенным шумодавом. И как вы можете видеть, из-за того, что свет сейчас очень агрессивный, у меня на лице немножко хуже блики теперь прорисованы. Из-за того, что в Pro режиме немножко хуже динамический диапазон. И я сейчас на всякий случай переключусь обратно в обычный бытовой авторежим, чтобы вы прям видели мгновенно. Вот это вот еще раз на всякий случай обычный бытовой авторежим, и переключаемся обратно в Pro режим с отключенным шумодавом. В общем-то, как вы могли убедиться, текстура немножко лучше, но не настолько лучше, насколько, как по мне, хуже динамический диапазон. Поэтому пользоваться Pro режимом с отключенным шумодавом нужно по ситуации. А мы с вами переходим на улицу. С вопросом камер давайте с вами разберемся в самом начале ролика. У Oppo суперсила — это высокое разрешение. Если вы включаете в форматах высокое разрешение, то без каких-либо дополнительных телодвижений с вашей стороны, при соблюдении определенных условий, одним из которых является хороший свет, вторым из которых является терпение, вы получаете 50 мегапикселей без каких-либо дополнительных телодвижений, повторюсь, что, конечно же, здорово. То есть, если смартфон видит, что сцена достаточно хорошая, достаточно светлая, и вы руками не трясете, то у вас снимки будут автоматически не 12, а 50 мегапиксельными. И работает это на всех трех объективах. Смотрим с вами теперь на снимок со сверширика. Вы видите, у вас сейчас 12 мегапикселей. Ждем, 50 мегапикселей. Давайте с вами посмотрим куда-нибудь в другое место. Допустим, вот так вот мы попробуем с вами снять на сверширик. Фоткаем, идем в галерею, смотрим. А вот на этой сцене у нас 50 мегапикселей не сработали, остается только 12. То есть вот здесь вот у нас будет 50, а здесь только 12, потому что смартфон решил, что света мало или что-то ему не нравится. Но в любом случае каких-либо дополнительных телодвижений со стороны оператора предпринимать не нужно. Главное — хороший свет и терпение. Замечательно. Ключевой суперсилой Vivo же, на мой взгляд, является возможность подстроить под себя цветовые профили в фоторежиме. Причем я говорю про авторежим. То есть, конечно же, на Oppo тоже есть возможность снимать с разными творческими пресетами. Но речь не об этом, а о том, что вы можете подстроить их под себя максимально тонко. Причем для каждого цветового профиля вы еще можете сохранить индивидуальные настройки. То есть в данном случае Oppo — это просто смартфон, в котором есть творческие пресеты. А Vivo — это практически как камера Fujifilm, допустим, или Panasonic, где вот эти вот луты для каждого отдельного профиля с индивидуальными настройками можно сохранять. И по ситуации вы можете выбирать эти профили и фоткать в них. Наглядно демонстрирую. Вот у нас есть цветовые профили. Мы можем поменять глубину применения этих цветовых профилей, что, конечно же, здорово, никто не против. Но если вам этого мало, вы можете зайти вот сюда, включить настройку. Здесь вот у нас появляется дополнительный вот этот вот инструмент. Сюда заходим, и мы можем накрутить, допустим, резкость в районе минус 30, я люблю, контраст в районе минус 20, где-то минус 25, чтобы снимки не были такими прям мультяшно-контрастными. И насыщенность можно где-то минус 30, минус 40 сделать. Но вот видите, уже снимки у нас становятся типа реалистичными. Но иногда вот это вот уныние уместно, иногда оно неуместно. Я люблю фоткать в Vivid с этими настройками. Если вам хочется снимать вот как и мне, с немножко якобы, ну, приятными такими творческими, но не унылыми цветами, вот эти вот настройки в самый раз. Если вы хотите снимать в цайсе, вы можете прибавить насыщенность. То есть Vivo вам дает максимальный контроль над цветом. И причем сейчас я вам покажу, как для индивидуальных цветовых профилей сохранять индивидуальные настройки. Потому что вот эти вот настройки хороши для Vivid, которые я показал, а для цайса иногда все-таки стоит прибавить контраст и насыщенность, чтобы снимки смотрелись не настолько уныло. Так вот, мы заходим, вот здесь вот видите стрелочка, это гуманистический типа стрит-режим. Мы заходим в этот режим, выбираем цветовой профиль,
в котором мы хотим снимать. Вот, допустим, позитивная вот эта вот пленка. Заходим сюда. Насыщенность, допустим, я хочу здесь вот тоже немножко прибрать. Делаем минус 20. Контрастность можно, наверное, немножко прибавить, чтобы это было более творчески. И резкость я, как всегда, убираю где-то до минус 40. После чего можно включить или отключить виньетку. Причем она здесь, видите, еще и настраивается, а не как на опу, прям вкл или выкл. Заходим вот сюда. Создаем плюсиком новый профиль, называем его, как нам нравится, допустим, да? Вот так вот. Профайл. Все. Теперь у нас вот этот вот профиль здесь в одно нажатие доступен с индивидуальными настройками цвета. Это прям роднит смартфоны Vivo в данном плане с камерами Fujifilm или Panasonic, потому что там это тоже является ключевой фишкой. Вы один раз под себя все эти пресеты создаете, после чего всегда в этих пресетах, перебирая между ними, вы создаете нужное настроение. Конечно, никто не говорит, что смартфон заменит камеру. Но когда вы хотите создать вайб какой-нибудь, чтобы не просто были снимки вот такие вот, как всегда, да, типа реалистичными, а именно придать определенное настроение сцене. Это прям замечательно. И в данном плане, конечно же, Oppo, который дает 50 мегапикселей, естественных более-менее, да, может подойти больше всяким там технодрочерам. А вот мне, более творческому человеку, нравится контроль над цветом. Тем не менее, Oppo тоже позволяет контролировать цвета, но просто не в авторежиме, а в ручном режиме, который здесь называется мастер. И это некоторых людей отталкивает, потому что там нужно в ручных настройках разбираться, но на Oppo все сделано даже в некотором плане немножко проще, чем на Vivo. И сейчас я вам это продемонстрирую. Идем в этот самый мастер режим. Здесь у нас есть возможность включить ручные настройки экспозиции, но это не обязательно. Заходим вот здесь вот, и мы можем выбирать цветовые профили. Здесь мы можем регулировать отдельно глубину применения этих самых цветовых профилей. Здесь у нас есть дополнительные вот эти вот настройки мист и т.д. и т.п. Сколько же здесь комаров, жесть! Мне нужно отсюда убегать как можно быстрее. Так вот, смотрите, мы сейчас поменяем с вами настройки контраста, да, условно. Настройки, допустим, насыщенности сделаем вот так вот поменьше, да, и переключаемся в другой цветовой профиль. И, как видите, настройки сбрасываются. То есть на Oppo для каждого цветового профиля настройки сохраняются индивидуально. Но, блин, для этого нужно лазить в Pro-режим, вот этот самый мастер, и вот в нем фоткать. Я не считаю это проблемой, я бы только в нем и фоткал. Но, обратите внимание, здесь у вас есть JPEG и JPEG Max. То есть вам придется руками выбирать, хотите ли вы большое разрешение, или хотите ли вы динамический диапазон. Потому что между JPEG и JPEG Max очень сильно динамический диапазон отличается. Вот сейчас я вам это продемонстрирую. Фоткаем в JPEG Max и фоткаем в просто JPEG. На момент съемки я думал, что если снимать в 12 мегапикселях, то у вас будет более высокий динамический диапазон, чем в 50. Но по факту выяснилось, что на 50 мегапикселях и детализация лучше, и динамический диапазон. Поэтому всегда, если бы у меня был Oppo, я бы фоткал в 50. У Oppo есть еще одна суперсила, которую я вам сейчас продемонстрирую. Чтобы показать вам силу Oppo, нужно продемонстрировать сначала слабость Vivo в макросъемке. Вот посмотрите, мы сейчас делаем этот снимок в авторежиме, заходим и смотрим, произошла оптимизация, но вот эти вот края лепестков у нас в фокусе, а по бокам уже все выпадает из резкости, потому что матрица большая, диафрагма открытая, и мы не можем никак этим управлять. Можно зайти в супер макро, но здесь мы можем только добавить боке, мы не можем его сделать меньше, к сожалению. Да, здесь можно управлять цветовыми профилями, все вот эти настройки, о которых я вам говорил, здесь тоже доступны, но чтобы получить больше пространства в резкости, вам нужно отнести смартфон подальше и пользоваться цифровым зумом, что, естественно, негативно влияет на качество. То есть, если мы вот так вот сфоткаем, у нас уже лепестки по краям тоже будут в фокусе, но это все равно не то же самое, что может сделать Oppo. Здесь мы можем включить макрорежим, и есть у нас режим полной четкости или естественное размытие. Режим полной четкости — это макро-стекинг по фокусу. То есть, смотрите, мы сейчас сделаем в естественном размытии, и потом делаем снимок с полной четкостью. Обратите внимание, в режиме полной четкости у нас полностью все лепестки этого цветочка в фокусе. А в обычном режиме у нас, видите, тоже вне фокуса. То есть Oppo позволит вам какого-нибудь жучка сфоткать целиком, и все будет у вас в фокусе. А Vivo так сделать не сможет. Однако не все так на смартфонах Oppo радужно, как могло бы показаться на первый взгляд. Тут удобно, там удобно. Вот, например, еще удобно, что во время съемки на фронталку у нас и в фото, и в видеорежиме работает подсветка. И это прям замечательно. А вот на Вивочке, вот мы сейчас возьмем в руки Vivo, да, на, значит, фронталке у нас в фоторежиме
есть подсветочка, а если мы переключаемся на фронталку в видеорежиме, подсветка пропадает. Почему? Зачем так? Это что вообще за приколы? Однако, есть и другие моменты. Вот, например, смотрите, кнопка камеры на Oppo, которая вот здесь, вот видите, вот кнопка камеры, она вот когда держишь смартфон в левой руке, как раз таки на мизинец приходится, на мизинец, которым ты придерживаешь смартфон, когда держишь его в левой руке. И это бесит, потому что у тебя постоянно будет мизинец попадать на эту кнопку, и ее отключить на Oppo нельзя. А вот на Vivo X200 Ultra эта кнопка в ориентации, когда она вниз смотрит, отключается. И вот банальная вещь, которая совершенно не требует какого-то там навыка инженерного программирования. Это банальная функция, которую в Oppo почему-то не завезли. Просто продемонстрирую. Заходим в настройки, и здесь вот мы смотрим вот эту вот самую быструю кнопку. Нету опции, которая позволила бы отключить эту самую кнопку камеры при смене ориентации. Ну вот бред какой-то. Но, блин, на этом косяки Oppo не заканчиваются. Вот сейчас я вам продемонстрирую, как это сделано удобно на Вивасике. Смотрите. Вот я хочу удалить несколько фоток. Я беру вот так вот щипком и наверх, наверх, вниз, вниз. Прям реально удобно. На Oppo. Хер тебе, хер тебе. Нажимай сюда, нажимай сюда, нажимай сюда. Раз, два. Раз, два. И вот так вот постоянно. Ну ведь абсолютно очевидная опция. Почему ее не завезли? Я просто понять не могу. Может быть, владельцы Oppo и Vivo, то есть генеральные директора, друзья, и они между собой в какой-нибудь там кафешке, в ресторанчике договорились, типа, вы не копируете у нас какие-то важные функции, а мы не копируем у вас. Иначе все люди поймут, какой смартфон лучше, и побегут его покупать. Ну вот, иначе я не пойму, почему настолько очевидные вещи не копируются брендами друг у друга. И, кстати, все это я записывал на микрофон моно с шумодавом в положении слабенький. Его можно вообще отключить, можно его прибавить вот в слабое положение, вот так вот в среднее положение, и можно на максимальное положение. И как по мне, на улице достаточно слабенького шумодава, он достаточно неплохо справляется с отсечением вот такого вот уличного шума. И со стороны может показаться, что у Oppo, как минимум чисто на бумаге, плюсов больше, и они более глобальные, то есть ближе к пользователю. И в целом оно так и есть, потому что Oppo более казуальный смартфон для менее замороченных энтузиастов. И на тебе максимальное разрешение без дополнительных телодвижений. И на тебе в мастер-режиме удобная настройка цветов, и причем у каждого индивидуального цветового профиля все эти настройки сохраняются индивидуально. На Vivo у тебя нет макростекинга, что реальный минус. На Vivo нужно заходить в дополнительный какой-то гуманистический режим, это все настраивать руками. Да, это все немножко более заморочено, причем здесь тоже есть высокое разрешение, но при его включении, внимание, отключаются вот эти дополнительные настройки резкости, контраста, и их при этом еще и включать нужно обратно руками после выхода из режима высокого разрешения. То есть вот сюда нажимаем, и опять, и вот эти вот дополнительные телодвижения меня просто бесят. Почему нельзя было это все продумать? Кнопка камеры на Oppo абсолютно бесполезная. Она не дает полунажатия для фокуса. Самая главная вещь, которая, как по мне, нужна от этой кнопки, чтобы ты наполовину нажал, зафиксировал фокус и спустил до конца затвор. Это такая банальная вещь, отсутствие которой в смартфоне, в котором многие другие вещи продуманы, меня просто бесят. И ладно бы с этой кнопкой. Так у них же вот эта кнопка тоже абсолютно бесполезная, потому что в ней нельзя настроить дополнительные какие-нибудь вещи, как двойное нажатие. Оно просто вот один раз нажал, и функция сработала. На Vivo ты можешь сделать так, чтобы по одинарному нажатию одна опция сработала, по удержанию другая, по двойному нажатию третья, и это все настраивается, и в итоге кнопка полезная. И с одной стороны, да, нужно потратить время на настройку, но это дает возможности экономить время, самый ценный ресурс. И с оболочкой, на самом деле, в целом, вот так вот, на одном смартфоне одни фишки лучше, на другом другие. И вот, например, взять боковую панель. На Vivo боковая панель вызывается из любого места, просто удержанием пальца. Вам не нужно тянуться в какой-то конкретный угол. Вы просто задерживаете жест назад, и все. А на Oppo только в одном месте эта панель вызывается, и вам постоянно нужно тянуться в этот угол. Это неудобно. Зато у Oppo ассистент Brino работает на русском языке. Ну, как бы не все работает на русском языке, но с ним можно пообщаться. И учитывая, что мы говорим о китайских Vivo и Oppo, да, у меня сейчас на столе именно китайские версии, то, что у нас на китайском Oppo встроенный нейросетевой ассистент, который предустановлен, за которых не нужно дополнительно платить, понимает русский язык, это двойной плюс. В то же самое время Vivo. Вызываем нейросетевой ассистент, спрашиваем, говоришь ли ты на русском?
Ни хрена. Говорите, пожалуйста, либо на английском, либо на китайском. И с одной стороны, вот лично для меня это не проблема, потому что предустановить Gemini руками для того, чтобы его из боковой панели вызывать, не проблема. Вызываешь его, при помощи моего XFCE-портала можно пользоваться Gemini даже в России, и никаких проблем это не вызывает. Просто нужно дополнительное телодвижение делать, и вызывать его не привычным удержанием, допустим, внизу, или каким-нибудь там жестом. Все это делается через боковую панель. Как бы лишнее движение, но это тоже решаемо. Просто то, что на Oppo из коробки нейросетевой ассистент говорит на русском, а на Vivo нет, это плюс в сторону Oppo, потому что предустанавливать больше ничего не нужно. Но зато кнопка здесь бесполезная, а на Vivo полезная. И вот этот вот баланс, с одной стороны удобные вещи здесь, с другой стороны здесь. Или вот так вот, допустим, проводим двумя пальцами вверх на рабочем столе на Vivo и попадаем во второе пространство, скрытое рабочее пространство. Здесь у нас отдельные настройки камеры, здесь у нас отдельно вот это вот все, как в первый раз мы запускаем, отдельно файлы, отдельно фоточки, и это все спрятано от чужих глаз. Сюда можно засунуть чего-нибудь и пользоваться этим как вторым рабочим столом, спрятанным от лишних глаз. Но если мы зайдем в настройки, то здесь русский язык в настройках не работает. Вот, допустим, пишем save, и он показывает там какую-то дичь. Это реальная дичь. В то же самое время на Oppo. На русском языке спокойно пишем save, находим этот самый личный сейф и заходим в него при помощи пароля конфиденциальности. Но выглядит это вот так вот, абсолютно неюзабельно. Отдельно сюда фоточки нужно добавлять каким-то образом, отдельно вот аудио, отдельно документы, а приложение отдельно сюда не засунешь. Можно, конечно, с рабочего стола сюда зайти, вот через кнопочку Save, но это все выглядит, ну, совершенно не так же удобно, не так же юзабельно, как на Vivo. Но и на этом отличия в оболочке не заканчиваются. Вот, например, взять шторку. Открываем шторку и здесь у нас шторка примерно одинакового стиля, все плиточки примерно одинаковое закругление имеют. Здесь у нас половина прямоугольная, половина круглая, но на Vivo мы не знаем, у каких плиточек есть дополнительные опции. У них нет никаких подписей, к сожалению, а здесь, посмотрите, у нас есть вот фонарик со стрелочкой вниз. Мы знаем, что здесь есть дополнительные какие-то опции. Если мы удерживаем на «не беспокоить», открывается дополнительная плиточка, или вот так вот в нее попадаем. На Vivo вы не знаете, у каких плиточек есть дополнительные опции, и это нужно угадывать каким-то экспериментальным путем. Но в то же самое время, если мы хотим настроить на Vivo, вот так вот делаем, куб настроения, и здесь мы можем поменять форму вот этих всех элементов, мы можем сделать их хоть квадратными, хоть круглыми, а на Oppo, к сожалению, вы не можете настраивать это все. Обои и стиль. И здесь вы можете поменять значки как бы вот так вот. Значок вот, допустим, хочу покрупнее, поменьше. Это все на Vivo тоже настраивается. Здесь вот квадратное, круглое. Но при этом на Vivo это все именно управляет и шторкой, и рабочим столом. А здесь только рабочим столом. То есть шторки вы не можете сделать как хотите. И с одной стороны придрался, а с другой стороны вот я хочу, на Vivo можно, на Oppo нет, настроить как я хочу. Ну и, конечно же, значки. Сами значки здесь вот сетка на Vivo 5:9 максимальная на китайском. Вот, 5:9. А на Oppo только 5:6, насколько я помню. Есть ли здесь вообще возможность это настроить? Прямо отсюда никак. Нужно зайти прямо в настройки, сбросить. Давайте сбросим. И вот так вот настройки главного экрана. Вот здесь вот у нас 5 столбцов. И все, как бы. Опять же, нельзя сказать, чтобы это было прям решающим фактором. Но вот если человек к каким-то определенным функциям привык, то их отсутствие — это лишение. Если какие-то функции есть, но они не нужны, это что-то, что не нужно. И поэтому наличие или отсутствие этого не делает тепло или холодно. Вот я привык к определенным функциям на Vivo. И вот этой боковой панелью, которой я постоянно пользуюсь, на Oppo пользоваться неудобно. Я чувствую, что меня чего-то лишили. Но опять же, в этой же самой боковой панели на Vivo и на Oppo есть глобальный перевод. И этот самый глобальный перевод на Oppo со временем допилили, а на Vivo нет. Включаем здесь Chinese, а здесь у нас только English. Хотя вот у нас Russian появился. Видимо, все-таки... А вот если с английского, да, с английского, все, нет, с английского только на китайский. А на Oppo вы можете... нет, не можете. Вам нужно зайти в какое-нибудь приложение. Заходим в какое-нибудь приложение, и вот здесь вот, наверное, уже можно, да, с любого языка переводить на английский. И с одной стороны, на Oppo этот самый переводчик вызвать не так удобно, как на Vivo, но на Vivo он не позволяет переводить на русский с английского, а на Oppo теперь позволяет. Чуть не забыл про нейросетевые функции в камере Vivo, которых нет на смартфонах Oppo. И опять же, владельцы Oppo не будут себя считать ущемленными, потому что у них ничего не отнимали, им ничего не давали. И то, что на других смартфонах есть какие-то фишки, которыми они не пользуются, это там проблемы других людей. Вот у них все нормально. А вот владельцы Vivo на текущий момент могут пользоваться уникальными
нерастевыми функциями. Сейчас я вам покажу. Филипп Беликов у себя тоже очень все это наглядно показывал, но я вам еще раз продемонстрирую. Здесь есть возможность удалять ненужных людей со снимка до того, как он сохранится. И кадрирование, которое позволит вам убрать ненужные какие-нибудь там объекты в кадре, скадрировав этот самый снимок до того, как он сохранится. Или, допустим, возможность просто поменять сцену. Если вы снимаете, допустим, летом, вы хотите, чтобы была зима, или вы хотите, чтобы ясное небо было, заря, сумерки. То есть все это классные фишки, которые на текущий момент есть только на смартфонах Vivo. В будущем, я так понимаю, что это будет на всех смартфонах. Но теперь, сейчас, на текущий момент, это есть только на Vivas, и это работает классно. Более того, сами нерастевые функции именно на смартфонах Vivo на текущий момент работают лучше, и их больше, чем на других смартфонах. Вот, допустим, мы хотим убрать, сейчас уберем с вами вот эту вот ватермарку. Вот так вот, отключаем так. Ага, этот снимок был сделан не на Vivo. Не позволяет отключить ватермарку. А вот на этом снимке, насколько я помню, ватермарку удалить было можно. Вот заходим в водяные знаки. Поддерживаются только фото, сделанные... Охренеть. Это все фоточки, снятые не на Vivas, видимо, поэтому не дает. А вот здесь вот, допустим, вот на эту фоточку попробуем. Потому что я на какой-то фоточке находил возможность включить водяной знак. Вот эта вот фоточка снята на Vivas. Не обманули. Заходим сейчас в ИИ ретушь. И прямо сейчас берем расширение изображения. Вот так вот берем, допустим, видите, его можно налево, можно направо, можно больше, можно меньше. Вот так вот сделаем сейчас. Я хочу, чтобы он толпу пририсовал внизу. Начать расширение. И если у вас эти все нейросетевые функции не работают, вы можете использовать XFC-портал. Это мой собственный сервис. В нем есть китайские сервера, и вот эти все нейросетевые функции у вас будут работать, даже если вы не в Китае. Посмотрите, это все прям реально классно работает. Если не взглядываться, конечно, ну, если вглядываться, то тоже, в принципе, нормально. Ну, короче, это все работает сейчас, на текущий момент, лучше всего на Vivas'ах. Поэтому, если вам эти все нейросетевые функции интересны, придется брать китайский Vivas, а не опочку. Еще 3 очень важных момента. Во-первых, касательно установки Play Market, потому что многие думают, что на китайских смартфонах какие-то проблемы с этим. На самом деле нет никаких проблем. Во-вторых, уведомления, с ними тоже нет никаких проблем. И в-третьих, конечно же, индикация уведомлений на рабочем столе. Вот с этим у Vivo есть некоторые проблемы. А у Oppo, ну скажем, не проблема, а особенности. Сейчас все продемонстрирую. Для того, чтобы установить Play Market, на этих смартфонах нужно зайти в родные магазины приложений и в них написать на английском Google Play. Пишем здесь Google Play, пишем здесь Google Play. Видите? Play Market. Вы прямо отсюда его запускаете, и все. Не нужно по каким-то левым сайтам прыгать. Прямо из родного магазина приложений Play Market запускается. Буквально что он там просит? Continue. Хорошо. Все. После этого вы просто ждете буквально там пару секунд и заходите в Play Market. Так, все, вот, начинается, все. Установить, все это, короче, делается буквально в 3 клика. Вот. Далее, по поводу, значит, уведомлений. Для того, чтобы настроить уведомления на Oppo, вам нужно вот так вот зайти в настройки приложения. Во-первых, разрешить этому приложению использование батареи в фоне, но это не обязательно на самом деле. В умном режиме они уже научились определять. Далее мы на Oppo идем в настройки. Внимание! Мы заходим в приложения и разрешаем автозапуск и связанный запуск нужным вам приложениям. Иначе они не будут самостоятельно запускаться, когда вы их выкинете вот так вот из списка запущенных. То есть если вы их вот так вот выкидываете, и автозапуск не разрешен, оно автоматически само в фоне не перезапустится. Но если вы включите автозапуск, то его даже можно будет выкинуть из фона, и оно продолжит в фоне работать. Дело в том, что на глобальных смартфонах этих настроек в принципе нет, и поэтому никто об этом не задумывается. А вот на китайских смартфонах вы можете решить, будет ли приложение работать в фоне, или запретить ему работу в фоне. Далее, на Vivo это делается примерно таким же образом. Удерживаем иконки приложения на рабочем столе. В О приложение заходим. Здесь разрешаем использование батареи. Вот фоновое управление питанием. Разрешить или умное. Вот. И заходим, значит, дальше в разрешения. В самом конце вот здесь вот все разрешения. И здесь выдаем автозапуск, связанный запуск и все остальные разрешения, тоже необходимые мессенджерам, мы выдаем. То есть на Vivo немножко с этим проще. Однако, обратите внимание, у иконок на рабочем столе нет кружочков с циферками этих самых уведомлений. У Oppo это немножко все-таки работает, а у Vivo вообще никак не работает. Вот заходим в уведомления и быстрые настройки. Смотрите, на Oppo значки приложений, точка, если вы включаете, точка, то всякие вот эти вот наши приложения, типа Telegram, тоже можно отметить. А на Vivo, к сожалению, ничего с этим сделать нельзя.
И уведомления на рабочем столе кружочками будут отмечаться, а на иконках только списка приложений китайских. В общем, Telegram, к сожалению, если пришли уведомления, вы сможете вот здесь вот проверить. Вот здесь вот. Я так и живу. В общем, это неудобно, да, это серьезный минус. В общем, на Oppo хотя бы кружочки на рабочем столе будут, а на Vivo вам придется всегда смотреть сюда. Ну вот так. И вот эти вот отличия в целом и в среднем приводят к тому, что мне больше нравится Vivo. Кому-то, я уверен, то, что кнопка вот эта вот есть и ею пользоваться нельзя, кого-то это может не бесить, потому что у него раньше этой кнопки не было, ему ее дали, он ею так и не начал пользоваться, потому что она ему не нужна, и он не чувствует себя ущемленным. Мне на Vivo кнопку дали, я знаю, что на эту кнопку можно вешать дополнительные приложения, и теперь, когда я беру в руки Oppo, я себя чувствую ущемленным. И точно так же люди, которые привыкли к плавным анимациям на Oppo, берут в руки Vivo, и то, что здесь можно настраивать эту кнопку, им как бы, ну, по боку, потому что они и на Oppo ею не пользуются, и на Vivo думают, что ею пользоваться не надо. И вот эти вот взаимные плюсы, это очень обширная тема. И в целом, как бы, я так понимаю, что бренды не заинтересованы в том, чтобы взять в себя все вот лучшие фишки друг друга. На самом деле, мелких отличий между этими смартфонами по оболочке еще достаточно много. Но я показал те, которыми пользуюсь лично я, и думаю, что, в принципе, на этом можно заканчивать. Если у вас еще какие-то вопросы остались, обязательно заглядывайте в мой телеграм-канал. Я там рассказываю про Китай, про смартфоны, делюсь своими мыслями по поводу вообще всех этих вот вещей до того, как это все попадает в YouTube. Увидимся с вами в следующем ролике. Пока. Ну и для тех, кто рассматривает ролики до конца, еще пара слов про микрофон Mono. Мне он на самом деле понравился. Возможность подключать его без провода при помощи вот этой вот хрени, это, конечно, здорово. Это открывает новые возможности. Причем сам приемник довольно компактный. И у него есть дополнительный USB, вот этот вот, смотрите, разъем, при помощи которого можно даже заряжать смартфон, пока к нему подключен этот микрофон. Самое главное разобраться в управлении. Удержание вот этой вот кнопки позволяет вам регулировать шумодав. Добавили, убавили. Одно нажатие — это регулировка громкости самого микрофона, то есть белый вот этот вот, значит, вокруг крутилки светодиод показывает вам громкость, вот так вот меньше, вот так вот больше. И еще одно нажатие синеньких — это мониторинг на наушники. В этом всем мне пришлось разбираться, читая инструкцию, но на самом деле все довольно просто. Нажатие вот так вот переключает между регулировкой мощности выхода и регулировкой мониторинга. Удержание позволяет вам настраивать шумодав. Все довольно просто. Ну и, конечно же, вы можете менять вот этот вот светодиод долбанный, который крутится вот так вот при помощи клавиши питания. И если бы я этот микрофон делал, я бы еще добавил возможность, чтобы вот эта вот полосочка была индикатором громкости. Потому что иногда в самом начале ролика вы наверняка слышали, что микрофон был перегружен, а я об этом не знал. Я бы сделал так, чтобы вот эта вот полосочка загоралась разными цветами в зависимости от того, насколько перегруз высоких будет. Но, к сожалению, такой возможности нет. Есть возможность просто менять вот эти вот цвета. В целом микрофоном я доволен. Еще раз спасибо компании Mono за то, что предоставили его мне на обзор. Отключили вот так вот, включили. Батарейка довольно жирно держит. Можно подключить XLR, можно подключить USB. В целом микрофон годный, но, на всякий случай, просто ради протокола, у меня есть микрофон Shure 57, и вот этот вот микрофон Shure 57 звучит лучше. Конечно, он только XLR, у него нет беспровода, у него нет светодиодов, он не поставляется с такой штукой, но, блин, он звучит лучше.